Всем диванным политикам не старше 16 лет привет, остальным здравствуйте. Целью нашего разбора станет игра For the People, а конкретнее политический строй так называемого Союза народных оранжевых коммун, или просто СНОК. В описании есть ссылки на мой Discord-сервер и Donation Alerts. Большое спасибо донатерам за поддержку. Разбирать будем с самого основания страны, исходя из данного нам лора, и, соответственно, далее будем постепенно переходить к времени событий, происходящих в игре на момент нового курса. Итак, план аналогичен прошлому видео. Во-первых, мы разберем общее поверхностное состояние государства. Во-вторых, социальные лестницы. В-третьих, собственность. Сюда относятся жилье, предприятия и так далее. В-четвертых, оценим уровень свобод. И помимо банальной свободы слова будет, например, рассмотрена трудовая повинность и прочее. В-пятых, политику в отношении национализма и патриотизма. И, наконец, в-шестых, подведем итоги. Теперь можем начинать. А начать следует с того, что лор отсылает к реальной истории, но в некоторых местах, конечно, есть изменения. Как и в жизни, все начинается с Великой войны, которую позже назовут империалистической. Это провоцирует кризис, который вызывает гражданскую войну, позже названную освободительной войной. И тут заметно первое изменение. Все это происходит в местной Германии, и она тут в мировой войне по итогу побеждает, но проигрывает внутренним врагам в лице трудового народа. И это еще не все. Тут мы имеем дело с объединением левых сил. То есть анархисты и коммунисты по итогу добровольно собираются в единую партию, вместе, как единое целое, управляя страной. К слову, у местных коммунистов не произошло раскола, но это лишь теория. В ее защиту хочу представить вам так называемого товарища Лео, который, какая неожиданность, управлял армией. Также один из бюстов у нас в кабинете чем-то напоминает молодого Троцкого. Да и в целом о каком-либо предательстве в партии по лору не сообщается. А партию коммунистов возглавляет человек из обедневшего дворянского рода. Интересно, на кого же это может быть отсылка? Что касается устройства, то мы имеем дело с коммунами, что, собственно, не так. Коммуны, предположительно, были ранее, сформировавшись во время гражданской войны, но с объединением партий они воссоединились и стали федеративной страной. Поэтому эти регионы будет правильно называть именно регионами, или, что еще правильнее, национальными республиками внутри федерации, наподобие Советского Союза. Каждая такая республика наделена широкой автономией, и сам СНОК, по сути, едино управляется только благодаря Верховному Совету. Да даже внутри автономных республик есть автономии, каждый город наделен большой самостоятельностью. По итогу делаем режим сильно либертарнее за этот пункт. С социальными лестницами в СНОК того времени все просто прекрасно, и этот пункт, пожалуй, будет разобран сразу совместно с пунктом о собственности. Каждый мог стать тем, кем захочет. Разрушенный поселок Блэкмонт был превращен в процветающий индустриальный город Железный 1, благодаря общественной собственности и упорному труду заинтересованных рабочих, которые позже за свой труд получат жилье и все нужные блага. Делаем режим сильно левее. Свободы меня тоже порадовали. Объединение левых сил говорит о политическом плюрализме и отсутствии репрессий, что, кстати, как по мне, утопично и слащаво, но имеем, что имеем. Народные собрания в то время либо не регулировались вовсе, либо были запрещены, но вот это уже вряд ли. К сожалению, про это нет информации. Только про то, что закон о митингах появился только в 1968 году. Но ведь его можно было до этого времени и не быть, правильно? Я имею в виду, что, возможно, люди до закона могли собираться совершенно спонтанно и ничего ни с кем не согласовывать. Также считаю необходимым отметить, что роль правоохранительных органов исполняли народные дружины, что тоже, как по мне, великолепно. Вкупе добавляем либертарности и левости режиму. Как таковой реакционный национализм отсутствовал, рабочие разных наций добровольно объединились под единым оранжевым знаменем, каждая из них получила право на самоопределение и, соответственно, свою национальную республику внутри федерации, как было упомянуто ранее. Про патриотизм ничего не известно, но можно предположить, что в настолько федеративных условиях патриотизм мог быть разве что для малой родины, ну то есть для родного города или деревни. Но это только предположение, а потому не в счет к нашим координатам. Добавляем режиму левости и немного либертарности. Вот такой был СНОК с самого начала. Я бы охарактеризовал режим как утопичный социализм, когда отсутствует переходный этап между государством и коммунизмом. То есть государства стараются отсекать, а не добиваться отмирания. Но государства и не убивают, как сделали бы анархисты. СНОК шел по дороге коммунизма пламенными темпами, но была и доля постепенности. Правда, позже что-то пошло не так. Неизвестно, когда победила внутренняя контрреволюция и как это вообще могло произойти при таком либертарном строе, но тем не менее здесь создатели делают отсылку на Советский Союз. Причем откат изменений происходит в сравнении с реальным миром хронологически на десяток лет раньше. Так, например, в 1944 году дружины официально перестают существовать и преобразуются в милицию. За это я откатываю выданную режиму ранее либертарность.
Далее, каких-либо задокументированных изменений в средний период я не нашел, а потому мы переходим к событиям, когда главный герой игры становится главой города Железный 1. Итак, разбирая общее положение, можно сразу сказать, что игра отсылает к перестройке СССР. И на этом все. Короче, сразу переходим к социальным лестницам, нечего воду лить. Начинается все вроде даже за здравие. Наш главный герой, как простой работяга и очень активный, добросовестный партиист, назначается главой целого города. Это втройне круто, вспоминая автономию городов. Накинем режиму немного либертарности. Почему немного? Потому что хоть и справедливо выбрали талантливый, молодой кадр, но сделали это с верхушки. Народ нашего ГГ не выбирал. За здравие поговорили. Теперь можно зажигать свечи и одевать траурную одежду. Как глава города мы имеем слишком много полномочий. И вкупе с самостоятельностью городов мы можем быть как карманным диктатором, так и карманным народовольцем. К тому же у нас еще и секретные задания, в которых можно нарушать закон и откровенно ломать жизни людям. За такую концентрацию власти и разрыв управления от народа я накину правости и много авторитарности режиму. Кстати, мы хоть и наделены такой политической силой, но на подсосе у партии. В игре есть значение партийной лояльности, и если она будет слишком низкой, нас заменят. И неважно, уважает нас народ или нет, сама партия, как государственная парацелм, это самое сгнившее, бюрократическое дерьмо, которое мне вообще доводилось видеть. Если вам казалось, что в Beholder это доведено до абсурда, то вы просто не играли в For the People. Здесь все утрировано и помножено на 10. Что не опрощение, то очередная бюрократическая махинация или произвол тех или иных органов. Со временем это просто истощает и надоедает. Снок на момент игры — это просто гипертрофированное нечто, состоящее из кумовства, крышуемой даже государственной преступности и невероятно прогнившей бюрократии. Боже левый, вы вообще можете вдуматься в то, что Железный 1 управляется по сути семьей, которая организовала полноценный преступный синдикат, а местный профсоюз торгует наркотой. Это вообще как? Местная медицина благодаря реформе доступна только привилегированным работягам, а тут в открытую терять людей на нищих, средних и зажиточных. Сильно добавляем режиму правости и авторитарности. Ой, про собственность мне говорить просто больно, вспоминая снок на своем восхождении. Абсолютно все изношено и забыто. Выделяемые средства в открытую воруют, и даже культурные памятники революции заброшены и никому не нужны. Всем в правительстве просто насрать, ей-богу. Я такой плачевной ситуации даже в Beholder не видел. Там хоть на пропаганду бабки выделяли, а здесь выделять тупо нечего, потому что все распихивается по чужим карманам. Собственность тут уже государственная и частная, а не общественная, потому как народ отныне к власти имеет отношение лишь косвенно, и то благодаря новому курсу. И то, если главный герой будет творить добро, а не играться в бюрократию, как остальные. Да-да, частная собственность тут успешно существует. Больше говорить об этом я не хочу. Сильно добавляем авторитарности и правости к режиму. Теперь свободы. Трудовое распределение, из-за которого ты можешь остаться в новом городе, тут присутствует. То есть, мало того, что трудовая повинность, так еще и ограниченное перемещение. Говорить, что против партии нельзя, говорить, что против социализма нельзя, говорить реакционное определение нельзя. Я действительно должен перечислять дальше. Делаем режим правее и сильно авторитарнее. Патриотизм и национализм. Помимо реакционных настроений среди самого общества, когда карвинцы ненавидят кентийцев, а кентийцы карвинцев, на государственном уровне действует национальное угнетение. Если у тебя в роду предатели, то ты не можешь получить награды и многие повышения, и в целом некоторые другие твои права урезаются. Без комментариев. Добавляем авторитарности и много правости. По итогу можно сказать, что снок в нынешнем состоянии это даже не ревизия, это тотальный откат большинства, если не всех заслуг революции. Вместо атеизма новых религий в лице поклонения партии, вместо социального благополучия дележка на классы и разруха, вместо освобождения труда и трудящихся трудовая повинность и эксплуатация, вместо народовластия власть бандитов и бюрократов, вместо мировой революции, антиколониализма и борьбы за свободу империалистические войны и тотальное закручивание гаек. Большое спасибо за просмотр и спасибо донателям за поддержку. Ставим местный режим выше Beholder, но ниже ростовским. Будьте здоровы, товарищи!